Привет, меня зовут Дмитрий Моря. Сегодня у нас с вами рубрика «Чиним английский с носителем», и сегодня мы говорим про фразовые глаголы. Я знаю, что для многих фразовые глаголы — это еще одна из вот этих сложных и больших тем в английском, и вы много раз просили сделать меня про это видео, но я, как часто это бывает, не знал, что про них рассказывать-то. Они есть, да, это глагол с предлогом, их много, они что-то значат, и чего? Просто я их, кажется, никогда не учил специально, то есть, как, опять же, многое другое, я просто запоминал, как говорят носители, повторял за ними, и Дима молодец, прекрасно, очень содержательно, сильно помог, спасибо. Короче, я забуксовал с этим видео, и поэтому попросил помочь Анну, моего преподавателя с сервиса iTalki, который является спонсором этого видео. На iTalki можно учить английский и другие иностранные языки с их преподавателями, с носителями этих самых языков. Можно получать ответы на вопросы о грамматике, о том, как работает язык из первых рук, из рук носителей, и прокачивать свой разговорный английский. По ссылочке в описании к этому видео можно зарегистрироваться и получить дополнительные $10 на первую оплату. В общем, я попросил Анну поделиться своими соображениями о том, как объяснить фразовые глаголы с ее точки зрения, с точки зрения носителя языка, с точки зрения преподавателя английского как иностранного. И да, на всякий случай, чтобы мы все точно понимали, о чем мы сегодня говорим, что такое фразовые глаголы. It's a verb, and then we've got at least one, maybe two other words attached to the verb, and they change the meaning, right? All of a sudden you have a totally new concept. And usually the add-on word is an adverb or a preposition. Okay, right? So that's what they are. То есть номинально это два отдельных слова, но одна смысловая единица. Это, кстати, называется укрупнение. В общем, мы с Анной поговорили про фразовые глаголы, какая в них логика, как их учить, зачем они нужны. И даже несмотря на то, что я вроде бы сильно с ними не парился и как бы запоминал просто, а специально не учил, у меня пара пазлов в голове сложилась. Надеюсь, сегодня сложится и у вас. И вообще, вот первый вопрос. Зачем вообще заморачиваться по поводу фразовых глаголов? So there's three reasons that I see. And the first is that it's what helps make a person sound native when they speak. So it's how native English speakers use the language. Ну, вы сами в курсе, в речи носителей английского этих фразовых глаголов просто дофига. И иногда они их используют даже там, где мы бы с вами не стали бы использовать фразовый глагол, потому что зачем? Мой любимый пример, который я долго не понимал. Вот как сказать по-английски «подожди»? Wait. А носители бы сказали иногда Dad, wait up! And secondly, most phrasal verbs, or many phrasal verbs, include a preposition, and prepositions are ugly, right? Very difficult to unpack. So learning phrasal verbs eliminates that issue of you trying to figure out which one works, because you're learning a chunk of language. Приятно встретить понимание, эмпатию, что ли, что предлоги — это действительно огромная заноза в душе. Они реально сложные, они непонятные, они нелогичные, переводятся не так. И у нас было про это видео, и один из способов их запоминания мы там проговорили. Но вот если подумать, наверное, где-то половина случаев употребления предлогов в английском языке — это употребление предлогов как часть фразовых глаголов. То есть, по логике, если ты разобрался с фразовыми глаголами, тебе не надо так много учить, что делать с предлогами. And then the third thing is it eliminates that translating in your head, so you start to become more fluent. So that's why these guys are important. Конечно, звучит многообещающе, и говорить как носитель, и не переводить в голове, и предлоги уходите, но для этого же всего все-таки как-то надо выучить фразовые глаголы. А чё ж так сложно-то, почему такая боль? It feels very random, I think, and that's the problem that people seem to have with phrasal verbs, is that they make no sense, there's no it's just total randomness. Why is pick up, pick out, and pick on totally different? And okay. Возникает закономерный вопрос. Если там все так рандомно, что делать? Их что, просто тупо списком учить, что ли, от и до? Или все-таки есть в них какая-то логика, на которую можно опереться? Естественно, этот вопрос я Анне задал. Оказалось, что... This is where cognitive linguistics comes in.
Если очень упрощенно, то когнитивная лингвистика о том, как наш разум обрабатывает информацию, как наш мозг воспринимает то, что происходит вокруг нас, и как это отражается на языке, на котором мы в итоге говорим, как это формирует то, как мы выражаем свои мысли. So when our brain is thinking about or talking about a subject or things, we're always doing this in relation to something else, okay? So there's two big ideas at work here, and one is perspective, okay? And that perspective is always shifting. And then the other is space and spatial awareness, and how a subject is maybe moving through space, maybe they're static, they're not moving, maybe they're being supported by something. То есть нам важна точка зрения, нам важна перспектива, с которой мы смотрим на объект, нам важно расположение этого объекта в пространстве относительно других предметов, что логично. И поменялась перспектива, поменялось расположение, и мы уже говорим по-другому. Okay, so like a really basic example is I'm sitting in front of my computer, I'm sitting at my desk, I'm sitting on a chair in a room, I live on the street. So I haven't changed, but just the perspectives are changing. The point of reference is changing, so the language changes, right? Дальше следующий закономерный вопрос. Окей, когнитивная лингвистика. Я понимаю вот эти все on, in, там, above и так далее. В русском языке это примерно так же работает в чем-то, на чем-то, под чем-то, ну и так далее. Какое отношение это имеет к фразовым глаголам? So with phrasal verbs, it's the end part that is the function for all of those changes. So it's the adverb or the preposition combination. Тут у меня складывается первый пазл. Мне это очень напоминает принцип, по которому в русском языке работают приставки. По сути, да, вот приходить, уходить, заходить. В русском языке, по сути, тоже есть частичка, которая меняет вот эти вот пространственные отношения, что ли, перспективу, точку зрения предмета, только у нас она является составной частью слова и стоит в начале, а в английском языке это отдельное маленькое слово, которое стоит после, и вот это, наверное, нас сбивает с толку, но принцип-то тот же самый, по сути. And when we think about that ending, there's always going to be like two different ways of thinking about it. We're going to have a direct meaning, very to the point, kind of obvious, literal. And then we're going to have an indirect meaning, or what we would say like these metaphorical kind of ideas, right? Мы решили разобрать прямое и непрямое, то есть переносное значение на примере очень популярного particle out. Get out. The key thing to remember is that when we are thinking about space and people and place, usually we break it down in two main ways, and that's either containers or surfaces. Возьмем particle out, его прямое и переносное значение. Прямое значение — это контейнер, из которого мы что-то достаем изнутри контейнера наружу. Контейнеры, опять же, бывают буквальными, типа там кружка, коробка или контейнер, а бывают абстрактными, о чем мы позже поговорим. Переносное значение out — это когда что-то протяженное во времени и пространстве, что-то тянется, продолжается, расширяется, двигается вовне. Или другое переносное значение. Иногда этого расширения, движения вовне, излучения, не знаю, так много, что предмет как бы истощается, иссякает и заканчивается. То есть он типа отдает вовне, и все отдал, кончился, больше нету. Теперь давайте посмотрим на примеры и сперва возьмем прямое значение контейнер. So here we have our container, and these are some very basic phrasal verbs that have a fairly literal meaning, right? Break out of jail. Check out of a hotel. So the hotel is a container, you're exiting the hotel. Go out, let the dog out of the house, okay? Or rush out and take out. Теперь возьмем переносное значение. So our body or our mind can be a container. So then we start to have
these phrasal verbs that have to do with our body or our mind. So like stretch out before running, we're stretching outside of our body, right? Or if we're going to, let out a laugh, coming up and out of our body, right? Emotions, we might pour out our heart to someone, like some water would pour out of a glass if I tipped it over. Reach out, get out. These all have to do with outside of our body as the container. Опять же, это мне очень сильно напоминает то, по какому принципу в русском языке работают приставки. Да, выговориться, типа как наружу, да, выгулять собаку из дома, выпустить пар в переносном значении. Теперь давайте возьмем еще одно переносное значение, контейнер, только теперь сменим перспективу и представим, что мы находимся в контейнере. So I'm in my container, and I don't want anything to come in. My introverted safe space, right? So that's where we have these keep out kind of ideas, or block out. Like this SPF blocks out the sun's rays. It doesn't allow it to enter, to penetrate. Okay? Cross out. We're going to cross this out because it doesn't belong in this particular container. This container, maybe it's an idea or it's a form we're filling out. We're going to cross that out. It doesn't belong. Или другое переносное значение, которое употребляется, когда мы говорим о знаниях. Okay, so I'm still in my container, right? And I don't know something. I need to find something out. I can't see it because I'm in my container. We need to access this knowledge. We need to, in this sense, like bring it into the container. So we find something out, okay? Maybe we check something out in better detail because we didn't analyze it properly the first time. So this is all related to like accessing, acquiring knowledge. Еще раз сменим перспективу, посмотрим еще кое-какие примеры и поговорим о том, когда, помните, вот этот абстрактный пример что-то расширяется, излучает вовне и в итоге заканчивается. And that's where we get these ideas of phrasal verbs like run out or sell out of something. It has gone so far, it has outed so much, right, that there's no more left. And then we're going to combine these two ideas and think about another kind of abstract container can be usability. Our clothes are usable. They have a certain amount of usability. But when that is used and it's pushed out so much, it's used so much, we wear them out. The usability is now gone. So like a burnt out, a light bulb that burns out. It burned and burned and burned. All its usability is gone and now it's finished. Or washing, this example of washed out road, like a road that gets washed out. It was washed so much by water that it's destroyed, it's done. Тут будет весьма к месту вспомнить знаменитые владивостокские водорастворимые дороги, которые, вероятно, делаются из цельного доширака. И, кстати, с тем же out можно, в принципе, найти и другие примеры. Например, контейнером может быть группа. Мы можем pick out somebody, да, из группы. Мы можем kick out somebody из группы. В принципе, похожим образом работают и все остальные particles. Вот эти in, up, on. Короче, отличные новости, как вы уже поняли, логика у фразовых глаголов есть. Замечательно, что теперь с ними делать? Как их учить? Что сначала? Сначала надо понять логику, потом их учить? Или сначала выучить много неправильных глаголов, а потом как-то пытаться их связать воедино логикой? Об этом мы поговорим в следующем видео из рубрики «Чиним английский с носителями». Если вам было полезно вот это видео, то следующее выйдет быстрее. И, в общем-то, если оно действительно вам понравилось, было полезно, и у вас какие-то там картинки начали в голове складываться, дайте знать. И чем, в общем-то, большему количеству людей это полезно, тем больше для нас смысл такие видео делать. Хорошей вам недели, скоро с вами увидимся, и всем пока.